Охрана у нас занервничала и говорит, пора с рынка уходить. А то скоро наши кости, наше мясо будут там продавать. Так, все, быстрее в машину, Мы ходим по университету с 9 вооруженными охранниками. И похоже реально на долг. Сейчас расскажу вам, как проходит контроль в аэропорту Могадишо. Ну, во-первых, вам нужно попасть в зону аэропорта. Здесь вокруг находится военная база, ее контролирует ООН. Поэтому нужно пройти первый блокпост. Вчера на этом блокпосту у нас возникли проблемы, потому что у меня забрали там камеры, искали с камерами, сюда вообще въезжать нельзя, если у вас нет аккредитации журналиста. Дальше, перед тем, как войти в здание аэропорта, у них есть такая бетонная комната, где они просят оставить вещи на полу. То есть это такой бетонный пол, ты кладешь туда все свои вещи, такие в несколько рядов. Потом все оттуда выходят, и собака ищет взрывчатку и патроны, оружие, чтобы никто не пронес. Это занимает какое-то время, после этого все это благополучно ты забираешь. Перед этим надо, конечно, показать свои билеты, чтобы тебя пустили в эту комнатку. Потом с барахлишком идешь в аэропорт, там тебя второй раз проверяют билеты, и ты попадаешь в зал, где можно регистрироваться. Ну, конечно, перед этим нужно пройти досмотр. Досмотр не как у нас, тебя просто смотрят вещи, а нужно снять ремень, достать ноутбук, показать, что у тебя работает камера, то есть все камеры включить. Дальше ты идешь, получаешь, как обычно, посадочный талон. И думаешь, можно идти на посадку, но не тут-то было, потому что этот посадочный талон нужно верифицировать. Ты подходишь к специальному человеку, кто есть список пассажиров, он ставит галочку, что да, ты этот пассажир есть, верифицирует твой посадочный талон. Дальше ты идешь к какому-то подобию пограничника, это такая сидит женщина в форме, у нее там все печати, и она ставит тебе выездной штамп, проверяет твой виз, ставит выездной штамп, потому что мы летим на север страны, в Пунтланд, а это фактически независимое государство от Сомали. А я напомню, что территория Сомали, она сейчас состоит из нескольких самопровозглашенных государств, какая-то часть вообще не контролируется, поэтому, когда вы выезжаете из Могадишо, вам ставят выездной штамп, как будто вы уезжаете вообще за границу. Но это еще не все, потому что нужно пройти, поставить еще один штамп таможенника на этом посадочном талоне, только после этого ты уже проходишь досмотр, у тебя опять все включают, все проверяют, и тебя запускают в чистую зону. Что интересно, на бутылку воды никто не посмотрел. То есть бутылку воды на борт проносить можно, но с камерой проходить нельзя. А сейчас летим в Босаса. Это север Сомали, родина сомалийских пиратов. Да, вот здесь хорошо видно, что мужчины и женщины, они стоят отдельно. Есть две очереди. Вот справа это женская очередь, а слева мужская очередь. Потому что сначала на посадку идут женщины, которых в заднюю часть салона будут рассаживать, а потом только идут мужчины. Пунтланд. Это центр сомалийского пиратства. Именно отсюда пираты совершали свои набеги на танкеры, которые проходили по Красному морю через залив в Индийский океан. Сейчас здесь пиратов никаких нет, но это вот такая главная достопримечательность. Почти все расчеты у них совершаются через телефон. И как в Китае через WeChat, да, вы можете по QR-коду заплатить везде. Также в Сомали, вот видите, всегда будет написан номер, и вы можете оплатить все свои покупки по телефону. И в любом городе, в любой деревне будет обналичка, чтобы получить этот вот мусор, грязные эти деньги. Поскольку деньги давно не печатают, и я так понимаю, это все, что еще осталось от старого Сомали, ему десятки лет, они такие, как мусор, грязные, порванные деньги, то почти все платежи здесь проходят через мобильные, поэтому все через мобильные отправляют друг другу деньги. Это бизнес-зал аэропорта Босас. Мы опять едем в сопровождении двух машин. Вот. У нас тоже порядка 10 охранников, но поскольку Пунтланд фактически это самопровозглашенное государство, которое хоть и находится в контакте с Могадишо, но не очень тесном, поэтому здесь своя атмосфера и нужно получать разрешение на въезд сюда отдельно. Появилась дорога. Вот обратите внимание, у чувака все стекло залеплено какими-то объявлениями. Я не очень понимаю, зачем они одинаковые, их два типа. А за окошком жопа. Просто какая-то тотальная нищета, мусор, какие-то земляночки. И, конечно, это не Могадишо, это все выглядит гораздо печальнее.
но пока, по крайней мере, нету следов войны. Ну и вообще, судя по тому, что в аэропорту не было особо никаких блокпостов, и аэропорт охраняла только какой-то чувак с автоматом на табуретке, обстановка здесь, конечно, не такая, как в Могадишо. Также здесь нет, конечно, никаких иностранных военных, нет никакой зоны отчуждения вокруг аэропорта, нету блокпостов. Все разрушено, какие-то у нас тут лачуги непонятные. А, это деньги. Деньги просто валяются. А, это old money. Ага. Вот тут вот старые деньги просто валяются. Окей. И вот рынок. Помидоры. Продают помидоры. Картошку и лук. А вот мальчика не пускает. Охранник говорит мальчику, иди в другое место. Так, все, что-то охрана у нас занервничала и говорит, пора с рынка уходить. А то скоро наши кости и наше мясо будут там продавать. Я считаю, что нужно держаться этого чувака в берете, как такой старый командос. Этот чувак реально, вот, видишь, смотри, смотри, как он идет. У него автомат как костыль. Так, все, быстрее в машину, Да, мы вот уезжаем с рынка, все очень быстро. Вот не очень понятно, наш чувак так нервничает, сколько здесь реально опасно, или он просто создает такую атмосферу опасности. Мы приехали к порту, и пока охрана не разрешает выйти из машины. То есть там они ведут какие-то переговоры. Вот этот дед в берете, их вожак нашей охраны, он, походу, самый нервный. И он такой, пусть сидят в машине. Хотя здесь реально ничего не происходит. Но дед хочет, чтобы все сидели в машине. Мне кажется, это бывший пират. Судя по его берету и уверенной походке. А бывших пиратов не бывает, как мы знаем. Он такой там, вот наш гид ругается, вот этот чувак в рубашке, это наш гид, и он ругается с этим дедом, старым морским волком. Или волком. Очень медленно едем. До этого мы очень медленно ехали, потому что не было дороги. Здесь внезапно дорога началась. По бокам какие-то мастерские. В общем, пейзаж примерно везде одинаковый. Просто все белое, пустыня, песок и все. Это выезд из города. Вот так выглядят заправки. Вот это вот заправочка. И вот они в таких будочках. И похоже здесь принцип такой, кто напишет бензин, у того вот будка и больше. Там из каких-то бочек они что-то бодяжат. И так вот выглядят здесь заправки. Вот еще одна. Это на выезде из города. Это единственная дорога. На всех зданиях обязательно нарисовано, какие услуги там предоставляются. Вот. А сейчас в Могадишо все начали печатать на принтере, и уже нет никакой романтики. Но в Босасе осталась вот эта старая школа настенной росписи. Поэтому хотите окунуться в эту потрясающую атмосферу первобытного стрит-арта, то приезжайте в Босас. Вот эти маршруточки ездят, и они по гендерному признаку. То есть на этих маршруточках есть только мужчины, они открытые, а женщины ездят на микроавтобусах. То есть вот это только для мужчин. Или ходят пешком. Мужчины и женщины не могут ехать в одной маршруточке. Вот это женская маршрутка. Он ее сейчас остановил. Вот так она выглядит. То есть мы с вами видели мужскую маршрутку, а женские такие микроавтобусики. Супермаркет с охраной. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, ну что, сейчас посмотрим, что здесь продают. Можно, кстати, какой-нибудь купить перекус. Ну так, слегонца. Причем ассортимент не очень большой. Ну, все такое самое дешевое, примитивное, что может пригодиться в хозяйстве. Холодильников нету, поэтому продукты, то, что продают, это всякие чипсы, снеки. Кстати, цен нигде нет.
То есть непонятно, сколько это стоит. Видимо, ты должен знать, сколько стоит, или там происходит торговля уже на кассе. No, we're just asking, is a post office here in Vasas? No post office? No. How you sending postcards and letters? No? We use your email, WhatsApp, Facebook. That's it. That's it. Yeah. Why is there is no prices? Yeah, no. Yeah, there's some people they took the price. When you And book ask on the cashier. it, just ask. А, вот заморозочка есть. Да, вот заморозочка есть у кассы, самая ценная, да. Курочка. У них тут везде висит вот их номер. Вот здесь, в общем, висит номер. И они по этому телефону все. Сейчас нашего гид заплатил с телефона. Вот. А это парк, кафе, ресторан. Coffee, yes. А, бар. Bar of coffee, yes. Streets, bar of coffee. Ага, вот как красиво тут. Такие вот здесь домики. И вон там в кустах под домиком наш старый командос, вот старый морской волк, крадется. Все, охрана проверила. Все, ничего тут нету. Опасно. Все, можно возвращаться. А, нет, еще не все. Юра. Мы самое интересное еще не увидели. Это кошка, нам говорят. Редкий зверь в этих краях. Вот парк аттракционов. Здрасте. Это для детей. Вот есть олень, которого охрана прогнала, чтобы он на нас не напал. Да, есть куры. А, вон обезьяны. А, все. Ну, обезьянки в этой ситуации выглядят поумнее некоторых людей, что не может не радовать. Все веселятся. А, какие тупые обезьяны в клетке, какие мы молодцы. В общем, это был детский парк. А у нас сейчас здесь начинается молитва. Небольшой перерыв. Перерыв на молитву. Вообще очень странное ощущение, потому что, судя по тому, как нервничает наша охрана, здесь как опасно. Но судя по тому, что как здесь охраняются магазины, отели и все остальное, здесь вообще просто курорт. То есть, перед входом два автоматчика. Ну и что такое два автоматчика? Вот очень интересное стекло. Это такси. И вот он все с двух сторон он заклеил этими стикерами. This man is need to sun. Yeah. Do they pay him money? No, not For- pay. Okay. It's gift free. This car is the businessman car. The car is business. Окей. Это был серьезный бизнесмен. Оказывается, вот эти все объявления, они нужны, чтобы меньше солнца попадало в машину и было не так жарко. Мы сейчас здесь посмотрели, многие заклеивают себе все лобовое стекло. Мы приехали в местный университет. Мы исходим так вот с охраны, над нами все смеются. Мы идем по университету, и тут по лестницам бегает охрана. Да, они вот отцепили тоже, как обычно, весь он периметр. Вот, везде повсюду наша охрана, и студенты нас смотрят как на ***ов. Здравствуйте, дети. Сидят раздельно. Не, ну самое, конечно, наш дед пришел проверить, все ли нормально. Так, кстати, как оказалось, преподавание здесь не раздельное, а все вместе. А, вот в кустах за ноутбуком они все собрались и, по-моему, они обсуждают, где им купить пиво. Как нужно, видимо, правильно верблюжье молоко переводить. В канистрах нельзя, его нужно в специальных вот, либо в бидонах, либо вот таких специальных глиняных сосудах. А этих чуваков сюда посадили, потому что мы пришли. Их раньше не сидело. Так, мы идем смотреть еще одно здание. Ну, во-первых, стоит отметить, что благоустройство здесь так себе, еще насрано. То есть повсюду валяются какие-то бутылки. Они
Как-то, ну, чуть-чуть можно было прибраться, да, как-то венчик взять. Вроде он девушки хозяйственные. Так, это внутренний двор университета. То есть где-то идет стройка. Наш гид как-то слишком суетится. Здрасте, дети. Можно вас это сфотографировать? Можно. Постой, отойди. Вон, и девчонки есть. Да, еще один класс. Здесь тоже вот сидят ребята. Здесь сидят девушки. Вот. Здрасте. Так, чувак должен был знать английский, но сразу забыл. До свидания. Так. Вообще очень странное чувство ходить по университету с... Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. У нас 9 охранников. 9 охранников. Мы ходим по университету с 9 вооруженными охранниками. И похоже реально на... Относительно фотографирования женщин все нормально. В отличие от других мусульманских стран, они совершенно спокойно фотографируются, не боятся камеры и нормально к этому относятся. Мы спросили, вообще никто не против. Вот. Но и, к удивлению, никто не знает английского из студента, поэтому пообщаться и обсудить образовательный процесс, нужно ли в Сомали ЕГЭ, мы тоже не смогли. Все, едем дальше. Мы сейчас едем по жилой застройке, дорог нету, все трясет. Но здесь можно постараться увидеть и обратить внимание на интересную особенность. У них над, я извиняюсь, вот, может так видно, да, над воротами стоят такие большие объемы, это эти водные баки. Они их ставят, вот, видите? Или над воротами, или около ворот. Это такая прямо доминанта в доме, потому что дом окружен забором. И вот эти баки, они задают вообще весь тон в архитектуре. Он их иногда украшают. Вот видите, здесь они украшены. Украшают забор, украшают эти баки, а сам дом не видно. И вот все, что видно с улицы, это гигантский бак с водой, ворота красивые и красивый забор, если дом богатый. Вот видите, они декорируют, главное, входную группу. И вот этот бак – часть входной группы архитектуры. Это практически весь город так выглядит. За исключением вот там одной-двух центральных улиц, где мы были, весь город выглядит вот так. Просто бесконечная сетка этих грунтовых дорог с одинаковыми такими примитивными домиками. Вот опять, видите, ворота и наверху бак. Тут пришел какой-то чувак с автоматом, и ему не нравится, что мы здесь снимаем. Вот зачем нужна охрана. Тут чувак тоже с автоматом. Да. Так, тут смотри, тут не все наши чуваки. Тут есть еще в камуфляже. В камуфляже вот не наш. Наконец-таки мы доехали до лучшего отеля Босаса, как нам говорят. Я не уверен, что он лучший. Но вот здесь человек пытается настроить телевизор. Здесь два телевизора, один маленький, другой большой. Какая-то потрясающая акустическая система. Здесь кривые стены. И это наш шикарный ужин, который нам накрыли в лучшем ресторане лучшего отеля. Так вот это все выглядит. Какая жуткая помойка, и все-таки $25 это была цена за номер. Ну что, сейчас посмотрим мой номер в нашем шикарном отеле, который должен быть лучшим в городе. Как говорится, ничто не предвещает беды. Так, это ржавая ручка. Вуаля! Добро пожаловать, друзья! Воняет тут старостью, плесенью и сыростью. Так вот выглядит ванная. Естественно, здесь нет горячей воды, как и нигде. Такой вот старенький кран. Шикарная кровать. В общем, все роскошно. Так, а где может быть одеяло? Так, тут Коран лежит. Ага, одеяла нет. Здесь не принято укрываться одеялом. И нам принесли еду. Ну давай. С 3 звездами. Красный гид Мишлен, все дела. Чувак поставил на пол еду и начал двигать мебель. Рис, жареный хлеб. Нет, это какая-то курица. Это фиш. Мне нравится, как он с пола эти тарелки поднимает, да, там мухи летают, какие-то клопы прыгают. Ничего, да, нам уже все равно. Так. И чикен.
Вот чикен сюда. Прямо вообще. О, смотри, какой мид. Да. То есть... Мид я бы не стал. Ты на рынке был сегодня? А можно и так Да, сюда. вот правильно, давай. О, Хуй с ним, да. О. о, молодец. Молодец. Okay. Окей. Окей. Какие вы привередливые, гайс. Дорога в аэропорт, ее еще не сделали. Перед въездом на территорию аэропорта стоит шлагбаум и какие-то 5 оболтусов с палками очень эмоционально что-то доказывали нашей охране, но вроде пропустили. Вот, судя по всему, когда-нибудь здесь появится дорога. Так, наши водители решили устроить гонку на этой дороге. 80 км в час по отсутствующей дороге. Ага. Нас еще обгоняют на этой скорости. Ну и вот, собственно, здание аэропорта. Старенькое, маленькое, где нам предстоит провести прекрасные 3 часа. Здесь какая-то суета. Началось хождение по каким-то кабинетам. Опять что-то когда один, другой. Все что-то какие-то кричат. Какой-то бардак полнейший. При этом бардак на ровном месте, у них дохрена людей. То есть здесь сотрудников аэропорта больше, чем пассажиров. Никто ни хрена не делает. Они сидят по своим углам и занимаются вообще непонятно чем. Но в итоге, конечно же, мы прошли все контроли, получили посадочные за 30 минут. Учитывая, что мы еще кучу времени потеряли в ожидании, теперь 2 часа надо сидеть ждать рейс. Это вместо того, чтобы съесть и посмотреть на рыбный рынок. Но мне кажется, чувак, наш гид, он просто решил показывать. И, возможно, охрана наша решила сегодня не работать. Вот, и они просто взяли нас так и слили в аэропорт своими страшилками, что здесь закрывается миграционный контроль в 7, хотя в 9:30 вылет. В общем, теперь мы сидим в этом шикарном зале ожидания, где нет вообще ничего, кроме вентиляторов и кучи мух. Ну, мы благополучно загрузились на борт дубайских авиалиний с греческим экипажем, но бухла у них тоже нету. Вот так вот нужно готовиться к фотосъемке. Да, вот секрет хороших кадров с борта самолета. Вот, экипаж здесь немножко офигевает от того, что как вообще можно в Сомали приезжать с туристическими целями. Вот так вот можно. Мы возвращаемся обратно в Могадишо.